Леди и джентльмены, привет всем, с вами сэр Холмс. Сегодня продолжим прохождение Tamriel Rebuild, Morrowind. Нахожусь, собственно, на континенте, и локация это называется Тарджулан или Турджулан. И путь мой лежит в Алмастир, который видно отсюда. Свет выключился. Вот, я думаю, пойду по горным дорогам, которые здесь. Красиво, да? Вон еще, похоже, какое-то кораблекрушение или что-то в этом духе. Наблюдательные пункты. В общем, есть что поисследовать. Вот, но сначала мне нужно закончить дела здесь. И, похоже, они сведутся к тому, что нужно будет выпотрошить парочку скампов. Ну, может быть, одного даже. Подозреваемый скамп. Вот этот, который своровал что-то у Деэдра, которая там. Так, подожди, может все-таки удастся с ним. Да, черная роза, точно. Он не понимает, о чем я. А, они все напали. Какая досада. Парочку душ. Ну, надеюсь, ваши жертвы были не напрасными. Какая она дорогая. Так, а куда вы? А, вот, скампы. Кстати, 300 монет целых скампы. Души скампов ценятся. Ну хорошо, что я не стал третьего, потому что он бы, наверное, тогда поймался в великий камень душ. Буду знать. Немного заряду. Так, чтобы туда пробраться, нужно подняться здесь, да, помнится. Да, вообще, упоротое местечко немного, особенно эти призраки погибшего дома. Да, еще заварушка с ними приключилась. Что, кстати, по времени? 7 утра. Самое время, чтобы отправиться в путь, да? Да, принес тебе розу. Думаю, я ее оставлю. Не, держи. Спасибо, житель земли, как я и обещал, вот твоя награда. Ключ от зала призыва. Это, видимо, тот, в который я не смог попасть в прошлом эпизоде. Да, тут же все. Тут же ничего. Это я тут парочку вещиц выкинул. Не очень ценных. Так, тут я убил паучиху. Дверь все еще заблокирована. Так, подожди, вот еще у нас люк. Да. Я уже подзабыл, что тут было. Так как неделю назад записывал 3 эпизода за раз. Я вообще записываю по 3 эпизода за один день. Поэтому в Morrowind раз в неделю. И в понедельничных эпизодах я, бывает, туплю. Так, надо найти, что открывает этот ключ. Скамп все еще тут резвится. Ну как резвится? Так, тут я был. Тут я ничего не нашел интересного. Скамп не резвится, а в панике бегает туда-сюда, правильнее сказать, наверное.
Вообще, я думал, что ключ откуда-то отсюда, но, похоже, нет. Похоже, что нет. Там черепа, да, у них? Проходов там никаких нет дальше. Я тут ничего особо ценного не вижу. Вроде бы вот это книги, разве что. Книги какие-то ценные. Может, что-то в этих урнах еще. Ну как, деактивировать это, я не знаю. Вот. Есть подозрение, что... Возможно, мне сначала надо попасть в ловушку сюда. Потом всех убить и как-то тогда ключ активируется. Ну нет, вряд ли. Где этот ключ? Я вообще не вижу его в инвентаре. А, вот. Location Hall. Тут нет такой вообще локации? Или она где-то в другом месте, может быть? Надо искать. Интересно, что тут отображается целых 3 прохода, хотя я, по сути, вижу только 2. То есть... Как будто... А, понял. Там 2-й этаж, да. А, вот же. Подожди, а чё я не заметил проход? А, левитировать надо. О. Ладно, додумался. Хорошо. Что тут еще? Может, чего интересного наверху самом найдется еще? Ну-ка. Раз уж я тут летаю уже. Ничего, но виды красивые, да? Несомненно. Нет, это, похоже, не кораблекрушение. Как будто наблюдательная площадка какая-то еще одна. Ладно. Успеем налюбоваться еще. Так, здесь у нас ничего, да? А, это что такое там? Выглядит забавно. Так. Ловушку ключ открывает. Похоже, что да. Скамп нападет? Какой-то лорд. Данзар. Ну. А, посетитель. Это было... Скамп считает на пальцах. Очень-очень давно. Прежде чем меня посетил кто-то в этих помещениях. Эти проклятые сумеречницы, ну, как-то так, наверное. Заперли дверь.
И забыли о бедном Данзаре. Наконец-то я свободен. Пойду путешествовать по миру снова. Так как я закончил чтение Гаспел. Не помню, что значит Гаспел. Наверное, житие. Что-то типа житие святого Велота. Оно никогда не устаревает. Данзар, к твоим услугам. Ты, похоже, удивлен моим выбором тамриэльского языка, видимо, над речью скампов. Я уже довольно давно заперт в этой комнате, и мне ничего не оставалось, кроме как читать книги и свитки. Я полагаю, это на меня и повлияло. Титул лорд — это... Ну, видимо, он сам его присвоил себе. Из того, что я прочел, каждая чепел, это, ну, как часовня. Каждая часовня имеет лорда. Ну, тут не совсем часовня, а вот какое-то так географическое такое обозначение. С ним больше ни о чем не поговорить особо. Руда, денежища, свечи. Угу. Ну вот и книга про святого Велота. Бедняк. Так, что это мне дает? Привлекательность. Привлекательность. Окей, что у нас тут? Какой длинный свиток. Ха. Что-то про Кхалан, кстати, смотрите. Наверное, его лучше не продавать. Книга Деэдра, Обливион, изумруды. Бонитовое копье. Неплохое, но не утяну уже его. Наверняка, если взять изумруд, вылезет Деэдра какой-нибудь. Готовится. Действительно. Он как будто меня замедлил, черт. Да. В любом случае надо теперь ХП восстанавливать. Читеры они все. Так. Это восстанавливает сотню. У меня еще есть свитки. Вот они послабее. Надо их сначала использовать. Доэтрический боевой молот. 100 фунтов практически. Да уж, ну... Я точно достаточно насобирал проклятых камней душ. Так, никакие атрибуты он мне не повредил, хорошо. Ну, вот такие вот награды, я не знаю. По ценности, конечно, так себе, но хотя бы что-то про Халаан, опять же, я узнал. Пойду-ка я отсюда, короче.
Это чей-то привал тут был. Туристы какие-то. Недолго прожили они после этого привала, да? Настоящую Борензию читали. Ну да, какие-то паломники, они же туристы, похоже. Побывали. Местным дедро уже они, видимо, настолько надоели, что этих они решили замочить просто. Ну, найду я что-то в этих горах, интересно. Горы, горы, человечишка. Ты их видел? Горы? Ну, что горы? Ну уже, человечишка. Давай будем друзьями. Ну, давай пройдемся по горам. Слушай, ты помешан на горах прям. Да, горы, горы. Так мы идем? Давай, ладно, пошли. Хорошо. Север, юг и горы. Пошли. Ну что, ты прям будешь за мной ходить теперь? Люблю горы. Так, а что про Тарджулан? Странное место. Нас туда послали. Но потом забыли про нас. Ну, понятия не имею почему. И, собственно, не важно мне это, говорит. Хорошо, что здесь горы. Могло быть и хуже, если бы я застрял где-нибудь на чердаке, говорит. И что? Он сказал север и юг и горы, так что его, может, привезти туда сначала надо. Но мне туда не хочется возвращаться же. Пойдем, может, сразу на юг с ним. А ведь это, наверное, дорога на Альмастир. Тут наверняка тоже пройти можно. Да, давайте-ка я тут сохранюсь. Попробую с этим скампом пойти, как их планировал, на юг. Если что, можно будет потом загрузиться, переиграть. Кстати, он быстро бегает, как смотрите. Переиграть. Ну да, тут такой явный путь в горах. Нет, не то направление. Никаких больше прогулок, я остаюсь в горах. Облака, камни, звон в ушах. А теперь, если пройтись на север с ним. Ну, может быть, конечно, это просто такой заскриптованный скам, с которым можно прогуляться. Но мне интересно, не кроется ли за этим какой-нибудь квест. Может, если пройтись на север, что-то будет иначе. Вдруг он, например, тут увидит, что все его братья-скампы мертвы. И что-нибудь сделает. Давайте проверим. Мне кажется, он где-то тут. Ага, смотри. Ну это только не в это место. Тарджулан плохое место. Херхет или Ксерет или Ксихет. Короче, вы поняли. Хитай сделает мне больно. Вытащи меня в горы обратно.
Этот Хитай плохой чувак. Много жалуется. Особенно для парня, у которого нет рта. Сказал, что я зашел слишком далеко. Вышвырнул меня с какого-то балкона. Вниз, вниз, вниз. Не шути с ним. Жизнь намного лучше в горах. Я упал, ударился головой. А потом горы меня нашли. Они меня полюбили. Они в моих ушах и в моем пузике горы. Окей. Похоже, это скамп, просто чтобы с ним прогуляться. Действительно. Ну, а нам путь в Аль-Мастир. Ну, а тут действительно приятно. Этого скампа можно понять. Правда, довольно много скальных наездников, но они пока не нападают, тем не менее. Хорошо. Тут каких-то точек интереса не вижу таких на пути ярко выраженных. Хотя вот этот вот круг или треугольник камней выглядит интересно. Дорога в горах закончилась внезапно. Наверное, предполагается, что спуск у нас вот здесь, да? Скрапкаться назад уже не получится. Ладно. В горах я достаточно нагулялся. Какая-то пещера. Но в нее я не хочу. У меня другие приоритеты такие. Такие как будто мингиры, но ничего не происходит. Ладно. Я просто продолжу путь в Аль-Мастир. Так, а это что тут у нас? Что-то поместье похоже. Или плантация целая. Осмотримся здесь. Да, выглядит как плантация. Живописненько, смотрите-ка. Стивен Кокфен. Что привело тебя в Индалрун, чужестранец? Ты не сможешь пересечь реку Тирс здесь, да? Самая большая, самая известная река в Моровинде соединяет Нарсис, Дресхарак, Аль-Мастир с внутренним морем. Конечно, наша скромная деревня Индалрун тоже стоит на реке, но я думаю, ты это уже понял. Что тут происходит у вас? Это не самая захватывающая сплетня, но я недавно заметил наплыв пилигримов, которые проходят здесь. Некоторых знакомые лица, но большинство совершенно новые для нас. Я полагаю, пилигримы из храма следующие по пути Велота, это ничего необычного, но частота их проходов мимо вызвала небольшие трения в нашем маленьком обществе. Понятно.
Скромная, ничем не примечательная деревня, да? Что тут может быть интересного? Ну тут как что-то вот... Я думаю, может какой-то хоть торговец тут у них есть. Так. Док нашей деревни служит точкой выброса грузов на реке Тир. Большинство жителей это рыбаки, лодочники, разнорабочие на ближайших плантациях. Несколько агентов Хлалу также здесь проживает. Не так уж много интереса в этом месте. Ладно. Может предложить мне путешествие в Алмастир. Я, наверное, предпочту сам дойти до туда. Таки. Так, слухи. Я слышал, что Пьерульф становится все дружнее с рабами с плантации Аран. Он работает с ними в полях, что само по себе, в общем-то, замечательно. Многие данмеры из деревни получают дополнительный доход, собирая урожай, когда плантаторам нужны дополнительные руки. Но мы знаем, что лучше социализироваться. С этими котолюдьми и ящерами, особенно с теми, кто принадлежит семье Аран. В общем, этот дурень Норд ищет проблем себе. Ну, наверное, он имел в виду, что лучше особо не икшаться с этими рабами, чтобы не нажить проблем с Аран, да? Могу рассказать секретик. Нет, не могу. Ну, большинство торговцев... Ну, в общем, что-то про спекуляции с товарами. Чтобы сбить цену, видимо. Здесь только плантации Хлалу и деревни Индарил. Некоторые руины, гроты. Если поищешь, то найдешь то, что тебе надо. Так, Ролис Хлор на западе города. Ага, имеет набор каждодневных товаров. Если надо что-то более специфическое, иди в Алмастир. Хочешь пройтись? Или проплыть? Или проехаться, только на чем? Вот так, Ланал Риран из особняка. Это наша аристократка. Мы ей тут, в общем, прислуживаем. Так, Дован Рарайн. Раран или Рарайн? Или это разные фамилии? Какой-то местный агент, представляющий совет Хлальской компании. Он ведет записи, видимо, что приплывает и уплывает из деревни. Так, Ролис Хлор, торговец. Это я понял. Понятно. Спасибо. Он меня ввел, в общем, в курс дела. Я теперь понимаю, что тут чего, кого. Это, видимо, такой приток реки Тир у них тут. А вот и особняк, собственно.
Ваник гончий забавный. You may speak. Что ты тут делаешь? Хочешь вызвать проблемы для Ланан Ураран? Это местная управительница, да? Если кто-то доставляет ей проблем, они жалеют об этом. Если она прикажет выкинуть дурака из ее особняка, я выкидываю ее. Понятно, чужестранец? Какой ты грубый. Если люди здесь меня не любят, жаль, но это не моя проблема. Смотри, какой. Так, это тоже про пилигримов. Секреты он не знает. О, про экономику можно спросить. Рыболовная деревня. Мы рыбачим. Понятно. Так, есть советник Хлалу. Атран Аран. Угу. Плантация Аран на север. Ну, я через них проходил. Окей. Скрибовый пирог, смотрите. Красота. Какая решительная женщина. Какое бы у тебя дело ко мне не было, давай быстрей. У меня нечего особо сказать про деревню. Тут только грубоватые рыбаки и всякие хижины. Ладно. Мои родственники оперируют успешным импортным бизнесом в Нарсисе. Бизнес импортный. А родня, значит, у тебя есть, да? Река Тир — это колыбель, видимо, торговли пограничных споров. Тот, кто контролирует Тир, контролирует торговлю между Империей и большинством Южного Моровинда. Это все вызвало некоторые волнения между Индарил Илви, торговым портом Дресхарак и нашим собственным домом Хлау на озере Андарам. Если спросишь меня, Дресс и Индарил просто завидуют нашему доминированию над долиной Тир и регионами Антирина. Антирин. Здесь, на западном береге Антирина, у нас есть плантация Мудретти, дом их рынка рабов и плантация Аран. Ну, это я знаю. Дом одного из наших советников, да? На восточном береге Антирина ты обнаружишь догматичных индарильцев, придерживающихся своих устаревших традиций и глупых торговых ограничений. Кстати, я вспоминаю, что я в землях Индарил находил
пропаганды, да, листовки с пропагандой. И там как раз описывалось, какие они замечательные ребята, что чтят традиции. А все остальные либо еретики, либо продажные засранцы. Да? Хлалу, особенно, которые якшаются с империей. Ну, понятно. Терки между домами — обычное дело. Так, Восточный берег. Его интеграция во владение домов относительно недавно развилась. История Illustrious. Я не знаю, что значит. Что-то касательно истории домов, в общем. В общем, в этом регионе много наших плантаций, как Аран и Мондрети. Также есть Голмок и наша скромная деревушка. Восточный берег — это сторона Индарил. Ну, я полагаю, туда стоит ходить, если ты не возражаешь насчет всей этой себя возвышающей болтовни индарильцев, видимо, что-то такое. Если ищешь что-то удивительное, или чего-то стоящего, я предлагаю пропустить Роадир и поселение Велоти, Холл и Дандрил. И продолжай направляться в Старый Бенгард. Понятно. Окей, ввела меня в курс дела. Оказалось, не настолько она неразговорчивой, насколько казалось. Нюх-нюх. И я выйду через ваш балкон, пожалуй. А, это не балкон, это второй. Это черный ход. Забавная архитектура у Хлалу, в общем. Давал. Ну это кто-то тоже, кстати, из важных персон здесь. Сюда тоже стоит зайти, пожалуй. Закрыто. Выглядит как какой-то маг. Что ты хочешь? У меня нет времени болтать с тобой. Разве что у тебя какие-то журналы отправлений, которые нужно заполнить. Так, я агент и клятвенник дома Хлалу. Да-да-да, понял. Знаю у тебя транспорт всякий. Давай, по-быстренькому тоже с тобой. Так, иди по дороге на восток. И достигнешь крепости храма Алмастира. Можешь пересечь реку, если тебе нужно в Индарильские земли. Священники ходят туда-сюда, тут, в общем. Так. Я просто не хочу ничего упустить интересного, поэтому так подробно со всеми беседую. Ну, вот это мы все уже слышали. Это мы все слышали. Мы рыбачим, говорит. Как будто тоже рыбачишь тут вместе с простым людом. Можно потренироваться, смотрите-ка. Причем он будет меня учить нужным мне навыкам. Но я, наверное, не буду тут задерживаться. Можно до вечера успеть добраться до Алмастира. Сколько там до уровня мне? Еще 5 навыков поднять. Так, ну окей, я бы хотел только посетить торговца еще здесь и отправляться в Алмастир. Ну, предпочтительно своим ходом, конечно. Вот и он, да?
Is there something you need? На роли с Хлор. Необычное имя для Данмера, по-моему. Трейдхаус, но это же вроде как трактир. Но он преподносится как именно торговец. Вот он может, кстати, знать какие-то слухи интересные. Это все то же самое, то же самое. Не, он мне ничего нового, похоже, не скажет. Ладно. 358 монет, но неплохо. Даже какая-то дорогая книга есть у него, ну, черт с ней. Можно даже взять вот эти свитки восстановления здоровья и запаса сил. Да, все равно они будут полезнее, чем вот... Кстати, я мог те не выкидывать, значит, штуки продать ему. Те вещички, которые я оставил. Вот у него так-то вообще неплохие довольно свитки тут продаются. Ну, пожалуй, ограничусь тем, что продам ему кое-чего. И, наверное, это будет вот этот амулет, по-любому. Колечко давай. Еще одно. Еще можно напродавать. Кольцо взгляда медузы, оно все-таки дюпнулось, я одно продам. Наверное, как-то так. Можно еще что-нибудь ему впарить. Это я ничего не хочу продавать из камней, потому что... Вот. За столько он меня не купит. Как тяжело торговаться, смотри, с ним. Угу. Ну, пару дрейков выторговал. Ну ладно, в общем, как и ожидалось, тут ничего не приключилось. Ну, можно, конечно, говорить с каждым встречным, но не хочу я этим заниматься. А может быть, конечно, есть. Кстати, может тут есть дом этого... Да, вот хижина. Норда или кто он там, который с рабами Икша... А, это... А, это его жена, наверное. Ты здесь, чтобы повидаться с моим мужем, незнакомец? К сожалению, Пьерульф ушел работать на поля коммуники. Передай привет, если увидишь его. Ну вот тут наверняка квест кроется. Я думаю, можно, да, за него взяться, сходить, поболтать. Тем более он связан с рабами, которых я так люблю освобождать. Она ничего тут особо не говорит, кроме, опять же, про пилигримов. Мы рыбаки. Плантация на севере. Ее муж говорит, работает в 2 раза больше, чем любой раб. Хорошо. Местечко неплохое, говорит наша деревня. Местные довольно дружелюбны. По крайней мере, как для данмеров.
Нормально, в общем, живется, говорит нам тут. Посмотрим, что там у ее мужа за дела с рабами. Да, видимо, придется тут немного задержаться еще. То есть пока двинусь не туда, наверное, а вон туда. Хотя тут нет дорог. Наверное, знаете как, попробую пройтись по этой дороге сначала на запад, и там, наверное, будет какая-то на север. Вот, ну как бы то ни было, друзья, давайте на этом лайки, подписки и привет алгоритму Ютуба в комментариях. А это все продолжим в следующем эпизоде уже. Вот, закруглимся. В общем, спасибо, что были со мной. С вами был Сэр Холмс, Tamriel Rebuild, Morrowind. Пока-пока.